Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Сегодня у нас необычный выпуск, и прошу внимательно от начала и до конца выслушать все наши подсказки. А сегодня мы будем рассматривать все дела, связанные с садом, с огородом, с нашей жизнью в период с 1 по 4 ноября 2022 года. По традиции начинаем с агрогороскопа. Итак, во вторник и в среду 1 и 2 ноября 2022 года Луна будет находиться в знаке Водолей. Это растущая Луна. И смотрите, 1 будет переход Луны из первой во вторую фазу. Это очень серьезный и сложный тоже день. Поэтому сразу же хочу отметить, этот день ничего не планируем. В дальнейшем какие-то новые дела, что-то делать не планируем. Стрессовая ситуация, ну и водолей вообще ничего не рекомендуется делать. Ну вот смотрите, 2 уже в 20:48 Луна перейдет в знак Рыбы. Ну и после этого времени можно будет уже поливать растения, но в основном это световой день, мы в этот период ничего не сеем 1-2, не работаем с рассадой. Для цветов и комнатных растений актуальна защита от вредителей и от болезней. Поливы подкормки не проводятся. Для сада актуально сбор урожая и уборка. Зеленые операции уже не проводятся. Это как раз переход Луны из первой во вторую фазу. Хотя это осень, но в этой фазе уже никаких зеленых операций. Те, что на окошке растут растения, в теплицах, в теплых странах, не проводим зеленые операции. Зато можно собирать урожай, делать различные заготовки, но вот квашение капусты не рекомендуется, потому что будет сухая и горьковатый даже вкус будет. Настойки можно делать из ягод, из лекарственных растений, да что угодно. И кто-то вино делает, можно в этот период все это изготовлять. Ну и сбор лекарственных трав тоже очень хорошее время. Рыбалка на растущей Луне Водолее – это просто отдых у воды. Можно использовать для отдыха. Для комнатных овощей актуальна защита от вредителей и от болезней. Ну а переходим теперь четверг-пятница, вторая половина недели. Что можно здесь делать? Смотрите, здесь как раз в рыбах можно сеять семена салатов, зеленых культур. Это и на различные плошки, различные горшки. Это все для того, чтобы выращивать или же в теплицах, или же выращивать на подоконниках. Можно сеять сидираты в теплых странах, а на юге европейских стран можно сеять сидираты в теплицах. Это, кстати, вот до 19:34 тоже ноября, поэтому, чтобы не повторять, у нас вот эти культуры посевные будут одинаковые. Можно высаживать лук и чеснок для витаминной зелени, не для того, чтобы репку получать, а для витаминной зелени. Снова же на подоконнике установите лучок, и у вас будет зелень. Через месяц-полтора уже можете спокойно получать урожай. И очень актуально проращивание семян. Сейчас это все любят, и вот эти 2 дня очень хорошие для этой агрооперации. С рассадой в это время очень хорошо работать. Здесь и пересадка, и посадка, и перевалка. Вот с 4 до 19:30 нужно это сделать дело. Для цветов, для комнатных растений. Цветы имеется в виду в теплых странах или в теплицах нужно поливать. Можно рассаду высаживать, пересаживать, перевалку делать это для комнатных растений и подкормочки. Вот это очень хорошее время. Поливы подкормки прекрасно, эффективны. Для сада, там, где нету дождей, нету осадков, естественно, нужно делать влагозарядку почвы перед зимой. Ну а далее зеленые операции, сбор урожая, заготовки, квашение капусты, настойки, сбор лекарственных трав и рыбалка в этот период не рекомендуется.
Для комнатных овощей поливы, посадка, перевалка, подкормки, пересадка. Были вопросы, когда можно пересадить уже рассаду, перевалку сделать. Пожалуйста, для комнатных овощей, ваши огурчики, помидорчики, все это делайте с этими растениями. И это можно сделать будет и 4-го. Итак, 3-го и 4-го, но 4-го постарайтесь это сделать до 19 часов 30 минут. Перед тем, как рассматривать следующую рубрику, которая называется «Луна для дома, для здоровья», хочу напомнить вам, что мы находимся в коридоре затмений, который начался 25 октября 2022 года и завершится 8 ноября 2022 года. Это очень важный период в жизни каждого человека. Это словно взлетная полоса, на которую выходит перед взлетом самолет. Уже с пассажирами. Космос и Первотворец уже создали этот путь для подъема человечества ввысь, где светит солнце, где легко несутся маленькие и большие облака в чистой синеве неба. Полет пройдет легко и красиво лишь только в том случае, если возьмем с собой в путь самое необходимое. А это радость, легкость, счастье, мир и покой в душе и в сердце, а также умение взять полную ответственность за свою жизнь и не отдавать свою созидательную энергию негативу. Это своеобразная просьба от космических участников нашего полета пристегнуть ремни и подготовиться к взлету. И вот двигатели самолета набирают нужную мощность для взлета, и начинается резкое движение по взлетной полосе. Скорость и резкий подъем создают давление на наши тела. В ушах такой гул стоит, и какое-то происходит переключение. Ощущается напряжение на всем теле, и везде, и всегда в этот момент у нас небольшое волнение. И вот за окошком самолета небо голубое, если это день, или темно-синее, такое насыщенное, если это ночь. Вот ноябрь и этот период коридора затмения – это и есть вот этот сложный, но захватывающий момент движения самолета по взлетной полосе. В момент взлета вот это напряжение на уши, на наше тело будут создавать энергии Тау квадрата, Солнце, Уран, оппозиция Сатурн на Уран. Но у нас всегда перед полетом появляется стюардесса, которая всегда дает подсказки и напутствия перед полетом. Она просит: наденьте ремни, уберите все вещи в багажное отделение, и она говорит, что это нам поможет осуществить безопасный взлет и полет, естественно. Вот этой стюардессой будет нам в помощь Луна в соединении с Солнцем и Меркурием, создав аспект стелиума. Это мягкие, хорошие, гармоничные энергии. Вот такие важные космические события происходят в первые дни ноября 2022 года, причем для каждого человека. Наш самолет вышел на взлетную полосу. Каким будет путь для каждого из нас? Все зависит только от нас самих. Пристегиваем ремни, убираем все старое, ненужное, деструктивное в багажное отделение. Это все наши старые кармические программы, они нам уже больше не будут нужны. И готовимся к стремительному взлету. Успешного полета, взлета. Все это нам желает стюардесса. Ну и мы тоже желаем, мы, авторы канала Раиса Горяченко и Александр Волик, желаем вам удачного, успешного взлета и успешного полета, а затем и приземления. И вот этот период сейчас, когда мы самолетом в самолете сейчас находимся уже в начале взлетной полосы, вот этот период коридора затмений,
который как раз продолжается в период с 1 по 4 ноября и будет продолжаться еще далее в ноябре месяце. С энергиями, надеюсь, все понятно. А теперь приступим к новым делам и к покупкам. Это у нас обязательно всегда рассматривается в разделе «Покупки и начало дел» в нашей вот этой рубрике «Луна для дома» и для здоровья, и для жизни, можно так сказать. Так вот, стюардесса попросила все вещи, сумки убрать в багажное отделение. Поэтому на взлетной полосе в коридоре затмений никаких новых дел не начинаем и не делаем дорогостоящих покупок. Сейчас все это не актуально. Мы легки, мы пристегнуты и мы взлетаем. Ну а тем временем напомним вам о тех делах, которые мы можем или не можем делать со своим телом, в своем доме и так далее. А теперь рассмотрим наши дела, которые касаются нашего дома, а вернее тепла и уюта, когда тепло и уютно. Смотрите, если никаких циклонов нету, а Водолей может принести ветром, очень часто бывают такие ситуации, но если циклонов нету, антициклон, тогда, пожалуйста, очень хорошо в это время топить печку, дыма не будет. А вот здесь уже переход энергии рыб будет, поэтому с утра еще более-менее нормально, 2 ноября, а уже ближе к обеду и после обеда может быть дым. Для наших волос очень хорошее время Водолей 1 и 2. Здесь мы можем стричь волосы 1 все 24 часа, а вот здесь, пожалуйста, постарайтесь 2 до 12 часов. Дело в том, что Луна без курса с 13:10, а это очень плохое время для того, чтобы уже после обеда заниматься стрижкой. Для наших волос Луна без курса тоже плохо влияет. Стричь ногти также 1 полностью все сутки, а 2 до 12 часов. Красить волосы в Водолее не рекомендуется, даже органика, очень плохо красится волос. И чаще всего тоже подгорают волосы, потом нужно восстанавливать их. Мыть волосы очень хорошо, но вот 2 до 19 часов сделайте эту важную работу. Уход за кожей у нас это питательные различные маски, натуральные, из овощей и фруктов. Пожалуйста, 1 нельзя это делать, а вот 2 только после 21 часа. Тогда уже будут настроены клеточки на прием питательных веществ. Очистка кожи у нас на растущей луне не проводится, очищение организма в Водолее не рекомендуется. Рукоделие в Водолее ничего, усидчивости нет, ничего не получается нормально, поэтому нет смысла даже завершать уже начатые. Ну вот не получается всегда, вот что-то отвлекает, поэтому пропускаем эти дни. Для теста нужно добавить жидкость, потому что очень быстро подсыхает тесто и жестковатое такое оно получается. Все время добавляю жидкость или уменьшаю количество муки. Для стирки это нехорошее время, качество плохое и уборка тоже. А вот для ремонта и проветривания вещей, если нет никаких циклонов очень хорошее это время. Ну а теперь у нас четверг-пятница. Теперь растущая луна находится в знаке рыбы, стихия воды. И что здесь? А, конечно же, печка дымит. Даже если вы уже протапливали, будьте внимательны, начинайте с малого количества дров. Или бумагу протапливайте, сухой спирт, и только потом уже постепенно увеличивайте количество дров. Для стрижки волос плохое время, стрижка ногтей тоже, расслаиваются ногти, пожалуйста, не стригите в эти дни. Красить волосы бесполезно и мыть волосы тоже нежелательно, потому что будет перхоть и сразу же жирнеют очень волосы быстро. Поэтому пропускаем эти 2 дня. Уход за кожей – прекрасное время в рыбах. Очистка кожи продолжаем нет. Пока не делаем ничего. Очищение организма в рыбах очень хороший период. Можно этим вопросом заняться. В 2 дня. Для рукоделия в рыбах прекрасное время. Вот когда нужно свое творчество раскрывать и посвящать этим дням различные творческие дела. Пожалуйста,
все будет очень хорошо 3 и 4 ноября. Для теста здесь наоборот. Нужно уменьшать количество жидкости, иначе тесто ведет. Кто-то говорит плывет, но вот меньше нужно давать жидкости. Для стирки прекрасное время, стирывается очень хорошо, и уборка такая генеральная даже можно проводить, очень хорошо вычищается, вымывается, не быстро высыхает. Если в водолее, допустим, я пробую делать, быстро все высыхает, и какие-то места загрязненные очень долго нужно очищать. А здесь очень хорошо получается. Ну а для ремонта проветривания вещей этого времени у нас нету. 3 и 4 мы эти процедуры не делаем. И еще важная информация о здоровье. 1 и 2 ноября 2022 года растущая Луна будет в знаке Водолей. Общая информация, что в это время очень актуально. В это время уязвимы зрение, кровеносная и нервная система. В это время уязвимы ноги, а именно лодыжки, голеностопные суставы, икры, мышечная система, нервная система, кровообращение, сосуды ног и вся сердечно-сосудистая система. Неблагоприятны все операции вот по этим направлениям. Особенно обратите внимание, офтальмологические, прежде всего с хрусталиком глаза. И постарайтесь не перенапрягаться в этот период. И напоминаю, что возможны в это время также судороги икроножных мышц, боли по ходу седалищного или бедренного нерва, особенно в области голени, а также тромбофлебиты. 1 ноября у нас выпадает, желательно в это время не планировать какие-либо операции, а вот 2 с утра и до 12 часов 30 минут благоприятное время для операций, для лечения и программ восстановления сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца, аритмии, стенокардии, гипертонии. В это время эффективно проводить профилактические мероприятия по недопущению инфарктов и брадикардии, тромбоэмболии в мышцах, болезней сердца и суставов. 3 и 4 ноября 2022 года Луна будет находиться в Рыбах, а в дни нахождения Луны в Рыбах уязвимы ступни ног, кровеносная, лимфатическая системы, эпителиальная ткань, система обращения жидкостей. Поэтому в этот период 3 и 4, когда Луна будет находиться в Рыбах, нельзя проводить любые операции. Ведь уязвимы кровеносная и лимфатическая системы. Любые хирургические операции подвержены усиленному кровотечению. Кстати, это самое неудачное время для постановки диагнозов, для трактовки, сканирования и анализов. Всегда бывают ошибки и искажения. И будьте внимательны, в этот период 3 и 4 есть угроза отравления лекарствами и алкоголем. Откажитесь от них в этот период. Наш выпуск подошел к завершению. Искренне всем вам желаем мира, терпения и терпимости, стойкости и выдержки в это ответственное время для каждого из нас. Тепла и уюта в ваших домах, взаимопонимания в семье и с друзьями. Мы прощаемся с вами всего-навсего до следующего выпуска на нашем канале. Пока-пока!